Здравствуйте, друзья! Настоящая история, выпуск 13. Всем нам интересно все необычное и странное, которое есть в нашем мире. Мой новый выпуск именно о таких странностях. Кабаянские мумии. На Филиппинах есть место, которое приведет в трепет любого. Это муниципалитет Кабаян, где находятся знаменитые огненные мумии. Отличие таких мумий от своих собратьев заключается не только в способе мумификации, но и в том, что тела находятся на открытом воздухе, а не в гробнице. Сами знаменитые мумии находятся в пещерах, вход в которые закрыт решетками, однако опытный гид может без труда провести туриста внутрь. У местных жителей есть поверье, что огненные мумии помогают им в повседневной жизни, наставляя и защищая. Поэтому к их сохранности подходят с особым вниманием. В Сибири найдены огромные мегалиты. В горах Южной Сибири Георгий Сидоров в ходе недавней экспедиции нашел и сфотографировал супермегалиты. Если сравнить масштаб с размером человеческого роста, то эти мегалиты в 2-3 раза крупнее знаменитых мегалитов в Баальбеке. Камень беременной женщины в Баальбеке по оценкам доходит до 1260 тонн, в то время как сибирские мегалиты оцениваются в 4000 тонн. Сибирь – это историческая земля. Американцы – прародители азиатов? Около 30 лет назад китайские археологи наткнулись на большие фрагменты костей в пещере Малудонг. Углеродное датирование выдало дату в 14 тысяч лет. А когда в 2018 году Бинг Су и Сюэпин Ци извлекли древнюю ДНК из черепа, геномы стали сравнивать с геномами людей по всему миру. Оказалось, что кости принадлежали человеку с корнями в восточноазиатской культуре коренных американцев. Ну или наоборот, смотря кого считать прародителями – индейцев или азиатов. Следы доисторических великанов. Как известно, на Земле раньше обитали огромные существа – динозавры, гигантские пещерные медведи и саблезубые тигры, птицы, грызуны. Гигантские размеры имели не только представители флоры, но и фауны. Возможно, и доисторические люди были огромного роста. Сторонники данной теории считают, что древние обитатели рода человеческого могли вырастать от 3 до 50 метров высотой. Причина гигантизма живых существ и растений в прошлом объясняется особым составом атмосферы. С изменением климата вообще и состава воздуха в частности, у организмов пропала необходимость в огромных размерах. И если животные были огромными, то почему не могли вырасти гоминоиды? Люди, как и остальные живые существа, росли и уменьшались в зависимости от климатических условий. Подделать фото или видео сейчас не составляет труда, но не стоит исключать, что некоторые данные вполне могут быть правдивыми. На существование великанов указывают многие легенды и мифы, включая Библию. Подземный город неизвестной цивилизации. Город Пинара, что в Турции, давно не дает покоя археологам. Этот древний город был 1000 лет назад построен прямо в скале. Даже точное время строительства города и то остается сегодня загадкой. Но самое интересное и будоражащее ученых кроется в причинах его запустения. Долгое время он был сильным и богатым, а потом резко пропал из летописей. Когда город только открыли, археологи решили, что он был просто городом для усопших, подобно тому, как было принято в Египте. Однако исследования ходов и катакомб ничего не дали, он был пуст, следов людей не было обнаружено. Передовая технология древних китайцев. Терракотовую армию захоронили вместе с императором Цинь Шихуанди в 3 веке до нашей эры. Все бронзовые детали и оружие глиняных воинов покрыты специальным антикоррозийным сплавом с хромом. Однако этот способ обработки создали всего около 100 лет назад. Откуда у жителей появилась эта технология и куда она пропала в дальнейшем? Кто строил Петербург на самом деле? Александрийскую колонну строили около года, над ней трудились 300-400 человек. С 1819 года в том же карьере вырубались не менее знаменитые колонны для Исаакия. Работников насчитывали до 2000 человек. Должны же были оставаться бараки для проживания, для приготовления еды, стирки. Даже египетские строители пирамид оставили после себя руины домов и орудия. А в Петербурге ничего подобного нет. Греческая гробница Агамемнона. Этой гробнице 3300 лет, блоки установлены без раствора, крыша купольная. Подобная точность без проекта и расчетов невозможна даже в наше время. Почему это здание считают гробницей?
Внутри объект пустой, захоронение не найдено, предметов культа не найдено. По факту все, на что можно опираться, выясняя назначение здания – закопченный купол. В Марианской впадине найдены зубы мегалодона. Официально вымерла рыбка 2–2,5 миллиона лет назад, но найденные 10-сантиметровые зубы из желоба имеют возраст всего 11–24 тысячи лет. Доисторический монстр в 100 тонн весом, 24 метра длиной и с шириной пасти 2 метра. На минуточку, Марианская впадина – глубочайшее место Земли, глубина 11 километров, давление на дне в 1071 раз выше стандартного атмосферного, температура у дна 1,4 градуса Цельсия. Города на дне Атлантики. Уфологи нескольких стран почти одновременно обнаружили на дне Атлантического океана загадочные строения. Нечто, похожее на подводный мост огромных размеров, длиной почти 40 километров. Подводные дороги ведут от моста к еще более загадочному сооружению, чьи размеры приблизительно 250 на 140 километров. Весь этот ансамбль выглядит рукотворным, но делом рук вовсе не человеческих. Предполагается, что природа не может создать подобного рода строения, а человек до таких глубин со своей техникой еще не добрался. Почему на Руси изображали слонов? Белокаменный Георгиевский собор в Юрьеве-Польском построен в 1230–1234 годах. Посмотрите, кто изображен на фасаде. Слон. Но ведь слоны на территории Руси появятся только в 16 веке, а мамонты уже тысячи лет как вымерли. Где обычный славянский мастер во Владимирской области мог увидеть экзотического зверя? Возможно, это был все-таки мамонт. Тайна сфинкса была засекречена. Этот редкий снимок сделан с воздушного шара в 19 веке, еще до раскопок и реставрации огромного древнеегипетского изваяния. Считается, что прямо под древним памятником расположено хранилище доисторических летописей, зал записей. Говорят, что в этом архиве хранится ключ к пониманию нашей цивилизации и реальной истории человечества. Из мифологии известно, что библиотека находится где-то в Египте, и многие сходятся в едином мнении – она под сфинксом, который гордо возвышается над пирамидами. Всегда ли была русская зима? Мы привыкли считать, что правильная зима – это куча снега и огромные морозы, но так было не всегда. До 18 века нет ни одной картины с изображением снежной зимы, и это при том, что в то время любили реализм. Их в принципе нет, вы не сможете их найти, да и строки из колядки нам что-то намекают. Дома ли ваш хозяин? Его нету дома, он поехал в поле. Но что делать в поле посреди зимы? Как вы думаете, была зима в то время или нет? Откуда взялись гопники? В конце 19 века в помещениях современной гостиницы «Октябрьская», располагающейся на Лиговском проспекте, было организовано государственное общество призора – ГОП, куда доставляли беспризорных детей и подростков, занимавшихся мелким грабежом и хулиганством. После Октябрьской революции 1917 года в этом здании было организовано государственное общежитие пролетариата ГОП для тех же целей. Количество малолетних преступников в этом районе выросло в несколько раз. В среде жителей города появилось слово «гопники», которым называли жителей ГОПа с Лиговки. Когда откопали Зимний дворец? По официальной версии был мощный пожар, после которого дворец долго ремонтировали. Случилась сия трагедия в 1837 году. Вот оно. Именно в 1837 году произошло другое событие, которое тоже связано с уходом воды. А именно запуск первой железной дороги в России. Павловск, Царское село, Питер. Когда вода ушла, местный правитель был вынужден делать железнодорожный транспорт между Павловском, ранее стоявшим на берегу. На старых картах он находится на берегу моря, и причалом в Питере. Здание Зимнего показалось из-под воды в 1837 году. Его начали реставрировать после потопа. Вполне возможно, что при ремонтных работах загорелись леса и другие горючие материалы. На стройках бывает. Историки вычеркнули все, что касалось спада уровня воды, а про пожар оставили. Получился пожар Зимнего. Почему спрятали изобретение Кулибина? Самоучка-изобретатель Кулибин в 1767 году создал удивительные часы в подарок императрице Екатерине II. Внутри был механизм из более 400 деталей. Что важнее, эти часы – доказательство того, что в те времена были технологии, позволяющие серийно создавать множество мельчайших болтиков, винтиков, шестеренок и прочих деталей. Так куда же все делось?
Яйцо Фаберже Николая II. Это украшенное драгоценными камнями и эмалью пасхальное яйцо было сделано в 1901 году. Николай подарил его своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху. Яйцо открывается, и перед нами предстает сюрприз – миниатюрная золотая копия дворца в Гатчине. Проработанность миниатюрного дворца в Гатчине поражает. Дворец 3 сантиметра высотой, но в нем очень хорошо можно разглядеть окна, пушки, деревья и флаги. Снаружи яйцо искусно украшено золотой эмалью, серебром, позолотой, бриллиантами, горным хрусталем и жемчугом. Россия в XVIII веке была маленькой страной. Кажется, размеры карты на памятнике отличаются от карты Российской империи в учебниках истории. Что же это тогда за карта? Это точная карта Московии, которая граничила с той самой Тартарией почти на всех картах, как раз до 1812 года. Между тем в арсенале у официальных историков много аргументов. Неудобные артефакты, как обычно, называют подделками, либо проделками неграмотных кузнецов и типографов тех лет. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.